Всем привет! Сегодня мы выходим в долгожданный прямой эфир. Марина Розенштейн, кандидат медицинских наук, врач, а, автор методологии Immunohealth, автор метода противодождевого протокола, который она нам открыла, О, и который... Что? соавтор. У Соавтор. меня есть целая команда соратников. Хорошо. Ну, так как мы видим вас, да, то мы, конечно Спасибо. же, все, и я представляю вас, и все слова благодарности, и все вопросы, которые сегодня будут, они будут адресованы вам, потому что, Спасибо. да, спасибо вам огромное. Вы 2 года назад, по-моему, первый раз рассказали, да, мне, что такое противодождевой протокол. Это было уж так давно, и потом было много прямых эфиров, в которых вы и отвечали на вопросы, и рассказывали, и объясняли. И, на самом деле очень много откликов я получаю от людей, которые прошли протокол, решились на него. Они же все решаются на него, да, это же нужно настроиться, сдали анализы, все сделали. Но вопросов все равно много, потому что все мы уникальные, все мы разные. И тесты, которые, люди сдают в вашей клинике, в ваших клиниках теперь уже, да, в разных странах, это подтверждают, потому что продукты, которые нам полезны и которые нам оказываются не очень полезны, их набор для многих людей разный, отличается. И вы помогаете в том числе и в этом разобраться, что же сделать, когда тебе, да, при твоих... Конечно, Мгм. конечно, Валечка, мы же не зря сопровождаем каждого, потому что это очень индивидуальная история. Протокол, конечно, он стандартно направлен против конкретного микроорганизма, но он же сочетается еще с определенными ограничениями, которые по-настоящему индивидуальны. И тогда уже очень важно понимать все нюансы. И самые важные вещи сегодня у меня спрашивают, и вопросы повторялись, их объединили, о том, как себя вести, как выйти из протокола, как понять, что вы действительно его успешно, удачно прошли. Вот это вот все требует, конечно, многолетнего опыта. И я думаю, что самый большой опыт все таки у меня. Хотя я уже Однозначно. лет 10 его преподаю, но я его собирала по нитке, экспериментировала на людях. Я уже об этом рассказывала, потому что на зайцах и мышах вы это не можете отточить. Слава богу, что диетология — это наука такая, как бы она не очень инвазивная, не смертельные эксперименты. Просто понятно с первого раза уже теперь, что действительно может нам помешать, а что помешать не может. И это все ценою долгой истории проб и ошибок было в конце концов уже отточено. Вот. Но сегодня многие преподают уже этот протокол, называют по-разному, некоторые свое имя к нему приделывают, но это не играет никакой роли. Ну, Главное, что это есть встречается метод, очень часто, когда, да, есть когда с... метод, есть способ. И самое главное, чтобы была точность, потому что любые неточности, принесенные от себя, они могут разочаровать. Здесь Однозначно. нужно. Смотрите, к нам присоединяется все больше и больше людей, пишут, что очень ждали эфир. Валентина, Марина, здравствуйте. Пишите, откуда вы нас смотрите, пишите свои вопросы. После того, как Марина ответит на те вопросы, которые были присланы заранее, а я их собирала, и в "Телеграм"-канале, и в "Инстаграм", и здесь на "Ютубе". И, Марина принесла с собой те вопросы, которые вы ей писали к прямому эфиру, их действительно много. Но я думаю, время останется, и, Марина ответит на все эти вопросы, которые вы пришлете. Не забывайте писать, откуда вы нас смотрите, потому что это всегда, здорово смотреть, как в одном прямом эфире объединяются люди со всего мира. Марина сейчас очень важную вещь сказала. Действительно, она соавтор, да, она человек, который создала эту методологию, в том числе и вы, Марин. И не надо принижать свой вклад, да, вот в этот процесс. Вы много рассказывали про те исследования, про экспедиции, в которых вы участвовали. И действительно много сейчас появляется людей, которые пытаются, да, присоединиться, да, к этому методу. Очень важно понимать, да,
в чем суть метода, как с этим работать, как работать с анализами, да, которые вы проходите в клинике. И я думаю, что сейчас мы начнем прямо вот с вопросов, потому что самый главный вопрос, наверное, он какой? Вот как вы считаете, среди вот всех тех, да, вот из тех вопросов, которые вам задавали: как правильно зайти, как правильно выглядеть, как вообще понять, что протокол все закончить можно, он пройден успешно? Самый главный вопрос, я считаю, кому нужен и кому не нужен протокол. К сожалению, мы еще не осознали до конца, что мы живем в эпоху пандемии дрожжевой инфекции. И когда мы читали у фантастов о нашествии инопланетян, мы, наверное, просто не допускали, что инопланетяне могут быть очень мелкими, но очень зловредными. Дело в том, что теория панспермии, как известно, она держится именно на живучести дрожжей, которые могут, как считается по этой теории, мигрировать с одной планеты на другую, вообще спокойно выживать в космосе внутри метеоритов и таким образом распространяться. Не исключено, потому что дрожжи – это микроорганизмы с особой живучестью и с особо широким спектром адаптации. Они могут жить и в духовке, термофильные дрожжи, они могут жить и в морозилке годами, их можно высушивать и использовать в сухом виде, их можно и разводить, разбавлять водой. И они живут, в принципе, в довольно широком спектре pH. pH – это кислотно-щелочной баланс, и ни один микроорганизм не может выдерживать такого широкого разброса по шкале pH. Они могут жить и в кислой среде, вплоть до того, что они являются, то есть наоборот, уксус является продуктом жизнедеятельности дрожжей, и они прекрасно себя чувствуют в уксусной среде до определенного градуса, то есть до определенной концентрации. Они отлично себя чувствуют в алкогольной среде. Мы привыкли, что мы протираем алкоголем там какие-то поверхности и считаем, что мы их дезинфицировали. А да, пожалуйста, от микробов, от бактерий, но не от грибков. Грибки великолепно себя чувствуют в алкогольной среде, и все знают, что крепленое вино – это когда дрожжи уже заскучали, там уже 11-12 градусов в бутылке, но им подбавили сахарку, и они продолжают там прекрасно себя чувствовать до 18 градусов. Это знают виноделы. Грибы великолепно выживают в суровейших условиях, а если плохо, Так, что могут заснуть, и в результате аутофагии они могут сохранить самых лучших и самых, адаптированных представителей своего, царства. Это царство грибов. Поэтому мы должны понимать, что малейший сдвиг в нашей собственной микробиоте, мы это называем микроэкологией организма, это то, что нас наполняет, а не окружает. Вот то, что нас наполняет, должно быть в четко выверенном балансе. Это сложилось эволюционно, миллионы лет. Я даже не касаюсь того, сколько миллионов лет живет человек как таковой на этой планете. Млекопитающие – это организмы, у которых сложился симбиоз со своими внутренними микроорганизмами, с микробиотой. И если вдруг там появляется серьезный конкурент, у нас этот серьезный конкурент нашел себе кров, дом и замечательную пищу. Мы их накормили, мы использовали их оружие против их же конкурентов, наших бактерий. Это оружие называется антибиотики. Мы умудрились поменять среду внутри себя так, что им стало очень комфортно. Потому что бактерии, которые нас… Это единственная наша защита, кроме иммунной системы. Это наш барьер,
Это наш покров, это наша оболочка, которая нас защищает изнутри. И если мы, не создаем благоприятные условия для своих бактерий, это часть нашего организма, жизненно важный и незаменимый орган, то мы играем в команде конкурентов, дрожжевых грибов. Если дрожжевые грибы заводятся внутри, они не просто так прилипают к поверхностям, как бактерии. Они прорастают в эти поверхности, они дырявят их, пускают туда нити. Эти нити называются гифы. Все, кто немножко знаком с биологией, знают, что гифы — это псевдокорни, это грибница. И вот это вот все может отрываться, плавать в кровотоке, совершенно спокойно там находить другие какие-то сладкие места. У мальчиков одно сладкое место — это там, где мы едим, пищеварительная система, а у девочек их 2 как минимум. Вверху Есть и еще внизу, женская да. да, есть еще женская сфера, и сколько бы мне ни жаловались, что муж там все время приносит откуда-то, бесконечно заражает, и что нужно вообще с ним разводиться — это смешная история. На самом деле заражает их собственный кишечник, этих женщин. И ровно по календарю каждый раз дрожжи пускаются в плавание и переплывают из одного сладкого оазиса в другой сладкий оазис. Это знаете, И Марин, это как про мне это как мне написали. Вы говорите, муж приносит, а как мне иногда пишут: "И муж в командировке, и секса не было, а молочница есть. За что? За что и как и почему?" Понимаете? ни за что, а почему, и что делать, и кто виноват, и что делать — это вот, в принципе, разгаданная загадка. Хотя, конечно, гинекологи, которые всю жизнь пытались нас спасать какими-то аптечными препаратами, это Мгм. противогрибковые антибиотики. Они это делали как-то не очень успешно, потому что природу грибов не очень хорошо понимали. Но еще хуже понимали природу защиты от грибов. Мы раньше думали, что микроорганизмы живут в кишечнике просто как в любой канализации. На самом деле это стройнейшая, сложнейшая система обороны, которая выглядит как многослойный покров, внутренней поверхности кишки, откуда идет всасывание, для того, чтобы отделить содержимое кишечника от всасывающих поверхностей, и чтобы никогда в кровь не попало то, что не предназначено для того, чтобы попасть в кровь. И вот для этого служат бактерии, и для этого они там берутся за руки, выстраиваются очень четко и правильно. Когда-то а, очень четко и подробно описал в своей статье профессор Шендеров 14 степеней кооперации между микроорганизмами нашей микробиоты, наших симбионтов, для того, чтобы выстроить правильную и эффективную защитную пленку на нашей огромной поверхности изнутри. Внутренняя поверхность намного больше по площади, чем наружная. Я уже об этом много рассказывала. Наружная — это 2 квадратных метра приблизительно. Специалисты по ожогам знают четко, какой процент занимает какая часть тела там по поверхности кожи. Суммарно около 2 квадратных метров. А внутри-то 400. Это если еще средних размеров кишечник. А бывает и удлиненные, и бывают просто большие люди. И вот вся эта поверхность, она должна быть очень четко защищена. От кого и от чего? От всего, что не должно попадать во внутреннюю среду, то есть в нашу кровь. Если там появляются дрожжевые грибы, и им комфортно, и у них нет никак никаких серьезных конкурентов, а мы эту ситуацию создаем искусственно, и создаем ее разными путями. Начиная с того, что на протяжении нескольких поколений в советское время от непонимания
процессов. Малышей не давали маме целые сутки, а иногда гораздо дольше. Никто не просто не прикладывал к матери, а преследовали какие-то там, я не знаю, мифы о стерильности, преследуя эти иллюзорные задачи, не давали маме потрогать ребенка, уносили в детскую палату, а там давали общую соску всем подряд с глюкозой. Это было просто натуральное бы вредительство, если бы кто-то это понимал. Но наши мамы и Геноцид бабушки. против детей, да, геноцид настоящий. И я помню, как у нас были семинары по гинекологии и акушерству, где мы разбирали темы, почему там где-то в слаборазвитых странах, где рожают под кустом и в хлеве, как Богородица, у них вообще нет стафилококка. А у нас из-за стафилококка просто закрывают родильные отделения и Мгм. навсегда, и не могут от него избавиться никак, поэтому просто переносят их в новые какие-то помещения. Это было страшной проблемой. Детей выписывали с стафилококком и молочницей. Теперь мы это понимаем, теперь уже совсем другая история, другое акушерство совсем. Но у нас теперь и совершенно другая ситуация в питании. Мы в 100 раз увеличили потребление сахара. Мы стали такими вкусными и интересными, что "Кандида", которая никогда не интересовалась людьми вообще, научилась жить Повернулась. внутри Повернулась к нас. нам, да. И давайте тогда ответим уже вот на этот вопрос. Кому Давайте. протокол показан? Вот кому стоит повернуться в сторону протокола вместе со своим, населением в виде в виде грибов, да? А кому Да. можно, быть спокойным и понимать, что кандида все таки в нем есть, потому что, ну, их никуда не денешь, да, они в нас все равно есть. "Кандида" есть везде и Да, всегда. Это н нормально. но оно не тревожит. Да. Это хозяева нашего мира. И вся разница между кандидой безобидной, у нее даже есть полезное свойство, она доедает сахар в просвете пищеварительной трубы, и лишний сахар она утилизирует и превращает его там в углекислый газ. Подумаешь, ребенок со здоровой микробиотой там нашел банку варенья и съел, ничего не будет. Но если кандида перешла в другое состояние, это означает, что начался процесс, который нужно немедленно остановить, а если не остановить, то этот процесс называется редукцией. Эти организмы имеют в природе свою определенную профессию, они редуценты. Они редуцируют органическую биомассу, превращая ее в элементарные окончательные продукты распада. И если на дереве появились грибы, будьте уверены, скоро быть ему пнем, причем трухлявым. Это умирающее дерево. Поэтому нельзя сказать, что это кому-то сегодня не нужно. Это не нужно тем, у кого действительно абсолютно нормальный кишечный барьер. Кстати, американские ученые выяснили, что есть племена в Африке, которых не касалась цивилизация. И там, где нет общепита, антибиотиков, и там, где нет никаких гормональных препаратов, и иммунодепрессантов и прочих групп препаратов, которые влияют на ситуацию, то, в принципе, из фекалий этих аборигенов можно делать таблетки и давать их тем, у кого неправильная микрофлора. Это я рассказываю, чтобы показать, насколько трансформировался состав микрофлоры у цивилизованных людей. К сожалению. Поэтому, М. к сожалению, поэтому нам попадаются пациенты, которым не нужен противодрожжевой протокол. Но попадаются они к нам, не очень часто. Ну, скажем, на каждых 10 пациентов, правда, к нам концентрированно приходят те, кто ищет помощи. Здоровые люди к нам приходят редко для профилактики, для того, чтобы улучшить свою физическую форму. Это спортсмены, балет, это танцоры, там, скажем, Бродвей и
Нью-Йоркский балет, да, это все танцоры. К нам приходят пациенты, которые хотят вместе с членами семьи пройти за компанию, потому что видят результат, хотят тоже. Среди них, конечно, попадаются здоровые люди, которым вообще не нужен никакой протокол. На моей памяти к нам пришли 2 главных врача крупных сетевых клиник. Люди, осознанно поддерживающие свое здоровье. Обе дамы не нуждались в протоколе, несмотря на свой зрелый возраст. Так Да. случилось. Я на телевидении, когда работала, я Мгм. общалась с очень многими врачами и владельцами клиник, и я знаю, что, даже среди моего окружения есть те, кто к вам приходят, и те, кто довольны результатом. Да, и вот эти 2 дамы, обе, подтвердили, что они ни разу в жизни не принимали антибиотиков. Такое бывает. Это Случается. бывает да, случается с детьми, которые попали и вписались в пищевую среду. Это значит, что детская диета, которая в нашей пищевой культуре очень, традиционно принята, это очень много молочного и очень много мучного. Вспоминайте свой детский сад. Это все абсолютно нормально переносилось в детстве, и этот пациент, в принципе, был толерантен к главным пищевым группам, которые у других чаще всего встречаются в красном списке. Таких много пациентов, кто толерантен. Это значит, что в детстве не было бесконечных ухо, горло, носоглоточных инфекций, не было никаких проблем, там, связанных с тяжелыми кишечными инфекциями. Ну, в общем, миновало как-то. Без антибиотиков обошлось или где-то было, ну, дней 5, не больше. За это время как-то. Но мы научились поддерживать пациентов на антибиотикотерапии и на химиотерапии так, что они проскакивают этот период абсолютно, без без всяких последствий и осложнений. Потому что то, чем кормят, скажем, в онкологических клиниках, я могу сейчас рассказывать про Америку много. Я даже была на консультации со своим родственником. Нас в онкологическом госпитале отправили на консультацию к диетологу, который сказал: надо пить побольше кока-колы и надо есть обязательно бургеры, потому что нельзя терять вес. Самое главное для этого диетолога, чтобы пациент не похудел. Вот, к сожалению, эти пациенты, как правило, выходят из этой терапии без иммунной системы, потому что дрожжи за этот период успевают сделать всю свою черную работу. То же самое происходит и с пациентами, которые долгое время были на гормональной терапии, там, на стероидах. Стероиды же обладают иммуносупрессивным действием. Ну, разные бывают обстоятельства. В общем, как понять, что вам нужен протокол? Если у вас бывает вздутие, у здорового человека в сутки вырабатывается всего 2 литра газа. Ну так, приблизительно, Проскакивает 2 бутылки. незаметно, да. Это все не причиняет никаких неудобств, никакого дискомфорта абсолютно. Но как только пациент чувствует, что у него ветры, в народе это называется ветры, это когда очень много газов, абсолютно без запаха. Они распирают, они, мешают находиться в обществе, они создают там рези и дискомфорт, они выпячивают живот, и это все ничем не пахнет. Можно не ходить ни на какие анализы, ни к каким гадалкам. Это те пузырьки, которые вырабатывают дрожжи и в квасе, и в шампанском, и в тесте, везде. Это углекислый газ. СО2 не пахнет ничем. Почему не пахнет ничем? Потому что для нас это наша атмосфера. Это нормальная составляющая атмосферного газа. Мы не чувствуем запаха углекислоты. Поэтому признаку можно сразу уже
начинать протокол. Второе. Эти пациенты, как правило, испытывают тягу к сладкому. К нам вчера в клинику пришла пациентка сдать кровь, которая почему-то решила, что надо обязательно прийти натощак. Иммунологические тесты не нужно делать, после 8-часового голодания, и поэтому, в принципе, для нее жизнь могла быть гораздо комфортнее, но она пришла среди дня абсолютно голодная, и у нее начался обычный приступ. Она говорит, что это случается с ней регулярно. Приступ гипогликемии. Она мне начала рассказывать, что у нее играют сосуды, что это вегетососудистая дистония, вспоминать какие-то слова, которыми доктора отбрехивались в каменном веке. Ну, вы же знаете, что врач от слова «врать», потому что это слово, это имя нам присвоили пациенты когда-то, давным-давно. В общем, мы когда-то от них, так скажем, отделывались от вот таких непонятных пациентов с непонятными симптомами. И до сих пор врачи не любят слышать эти жалобы, потому что им непонятно, что делать. И вот ей стало нехорошо, потом она попросила шоколадку. Шоколадки у нас фирменные, свои, с брендом. Без Мы сахара? ей нали э, мы ей дали шоколадку с сахаром, потому что это была настоящая гипо. Мгм. Вот, кроме прочего, упало давление, ее уложили. Вот, а дальше начали измерять давление и сахар. Сахар высокий, и давление тоже повысилось. Потому что рефлекторно организм сразу реагирует и начинает компенсировать это состояние. К чему рассказываю, что вот эти перепады тяжелые, когда тяжело переносят голод, когда вместо тяги пойти поесть нормальной еды, перед глазами вдруг возникает какая-нибудь выпечка или кондитерка. Вот это вот все, это явный признак, что дрожжи манипулируют пищевым поведением. А дрожжи — большие мастера, любые грибы — большие мастера производить психоделики и манипулировать мозгом своего хозяина. Ну, это старая история о том, как искали причину, почему муравьи-листорезы бросают муравейник, бегут к одному конкретному дереву и начинают вгрызаться в кору. Потому что у них в голове уже прорастает спора гриба, который им уже нашептал, что надо бежать туда, а не сюда, и грызть кору, чтобы создать дырку для этого гриба, который туда потом Прорастет. прорастет, да. Это все. Они убивают слонов, они убивают гусениц. Мы все знаем, как кардицепс, рождается. И вот, человек не осознает, что он становится жертвой манипуляций. Он начинает рассказывать мне, и выстраивать какие-то логические умозаключения о том, почему ему так полезно есть яблоки по 5 килограммов в день. Я спрашиваю: "Как в вас входит 5 килограммов яблок?" А я ем сушеные колечки, и мне кроме них ничего не нужно. Как правило, такой пациент рассказывает, что он вообще не пьет алкоголь, он не переносит алкоголь, но он рассказывает, что он его не любит. На самом деле это интоксикация, потому что грибы внутри создают бродильное производство. Там производится и уксус, и алкоголь. И когда интоксикация приводит уже к жировым изменениям в печени, это уксусный альдегид в основном, производимый грибами из сахара. Такой пациент, конечно, испытывает отвращение к крепкому алкоголю, но слабый алкоголь он может любить и даже может быть к нему болезненно привязан. У меня даже был очень курьезный случай, когда один пациент, которому принадлежал водочный бизнес, и он мог себе позволить самые лучшие сорта крепких алкогольных напитков, был так привязан к пиву, что он даже в бассейне плавал с плавающим подносом, на котором стоял бокал пива.
уже все знали, что вот надо ему это приготовить, и все думали, что он алкоголик, а на самом деле это была просто такая, это называется непреодолимая императивная тяга. Что еще? Туманный Туманная голова, не хочется ее напрягать. Состояние как с похмелья, ну, конечно, не такое яркое. Это может проявляться как угревая сыпь, потому что организм очищает себя через кожу, и он выбрасывает через кожу что-то, что очень нравится патогенным бактериям. И бактерии, микрофлора, которая всегда следует за пищевым субстратом, она субстрат зависима, она переселяется в поры кожные для того, чтобы доедать за нами, потому что пищевые цепочки никто в природе не отменял, и, мы тут же находим причину. И сколько бы косметологи там не отменяли жирное, жареное, там не ешьте шоколад, откажитесь от острова, вот это все. Не работает. Нет, конечно, потому что тут проблема другая. Тут слабый иммунитет, потому что иммунная система полностью мобилизована противостоять натиску на площади 400 квадратных метров. И все это из-за того, что скромные транзитные пассажиры, которые шли через просвет, вдруг попали к стенкам, пустили корни, продырявили стенки, вызвали так называемый, раньше называемый синдром проницай про Дырявого протекающего кишечника. дырявого Сегодня кишечника. Мгм. Сегодня он называется уже по-другому. Уже есть фундаментальная работа. Я была счастлива ее видеть. Эту работу возглавил мой не непосредственный шеф, а главный босс. Это был руководитель того направления, в котором я делала свои, экспедиции, экспедиционные работы. Его звали, Рафаэль Гигамович Аганов. Это академик, который руководил отделом профилактической кардиологии, главный редактор журнала «Профилактическая кардиология». Под его эгидой, под его редакторством вышла статья, э, огромная работа, ее даже статьей нельзя назвать. Она называется «Мультидисциплинарный консенсус». Если кому-то интересно, вы не пожалеете, вбейте это в Google. Мультидисциплинарный консенсус, его не нужно покупать, не нужен специальный доступ. Все написано о том, что я всю жизнь всем объясняла. Это причина хронических воспалительных, аллергических, онкологических и прочих системных заболеваний. Это самый страшный бич цивилизации. И называется это СПЭП – синдром повышенной эпителиальной проницаемости. Когда кишки дырявые, но не в прямом смысле. Один хирург мне крутил у виска. Он говорил: «Вы понимаете, что такое поранить кишечник?» Я говорю: «Я-то понимаю, но есть еще микроскоп, который показывает даже не межклеточные связи, а межмолекулярные связи. У одних пациентов, когда они наелись свеклы, моча прозрачная, у других бордовая. Как свекла попала в мочу? Вот думайте». Это один из способов, грубый, правда, способ проверить, динамику. К нам приходят пациенты, мы их спрашиваем, что они наблюдают после винегрета. Конечно, не только моча, но и стул такой, не сразу смоешь, вода будет фиолетовая. Вот, а через определенный период времени приходят и говорят: «Вы знаете, ел винегрет». И ничего. Да. «Неужели так бывает? У меня так никогда не было», Вот говорит а пациент. мне всегда, знаете, мне всегда хочется спросить тех врачей, да, которые нас лечили, которые нас лечат. Это же все так просто. Вот почему я обожаю вас, в своем прямом эфире. Вы объясняете очень простыми словами. Вы объясняете настолько просто и популярно, да, вашу фразу, что, а, ваш, ваша кожа начинает
Как вы говорите, прям какать, да? Нет, Так вы просто начинаете про кожу вы так какать хорошо через сказали. кожу, Какать через кожу. Девочки, ваша потому проблема, что да, вы какаете потому через что кожу. все резервные выделительные системы начинают включаться, и пациент начинает захлебываться слизью, у него ползет по задней стенке все время ком, у него постоянно слизь в стуле, у него все время на коже какие-то чудеса. И самое главное, что присоединяется воспалительный процесс, иногда он инфекционный, когда это акне, Мгм. когда это инфекция в протоках, в канальце. Кожа же невероятно богата железами, и у каждой железы есть свой проток наружу. Или это асептический воспалительный процесс, он называется иммунокомплексный или аутоиммунный процесс, который протекает без инфекции. Просто иммунная система инициирует пожар там, где отложились продукты ее, а, ну, скажем так, видели картину «Апофеоз войны», все знают. Вот где эти скелеты накопились, это убитые чужеродные объекты, против которых иммунная система вырабатывает антитела специфично. Вот это вот все, это гигантские частицы, клейкие, ужасно агрессивные. Они, по идее, должны быть уничтожены макрофагами, клетками каких-то тканей или клетками крови. Они должны быть, уничтожены. Эти клетки их пожирают, вот эти, продукты, которые натворила иммунная система. И крупный мусор превращают в мелкий мусор. Но это процесс, который очень часто отстает от производства. Иммунная система ни на что не оглядывается. Она обязана производить этот мусор, потому что она обязана нас спасать. Это система, которая будет работать до последнего вздоха и даже после. Она будет ловить, никогда не видели, вбейте в Google: "Лейкоцит охотится за бактерией". Это самое примитивное и простое. Вы увидите, что клетки иммунной системы пожирают энергии, ну, официально считается, что в 4 раза больше, чем обычные клетки крови. И вот там плавают вот эти охотники, они просто носятся, как бешеные, между эритроцитами и гоняют вот эти вот бактерии, пока не поглотят, как амеба, и не затянут внутрь себя, а там уже переваривают. И вот это вот все отнимает у нас сумасшедшее количество кислорода, энергии, белка, потому что надо строить антитела. Это гигантские белковые, даже не молекулы, а конгломераты. И вот все, это черная дыра, в которую уходят ваши ресурсы. Мы очень много раз, видели этот эффект на спортсменах. Вот сейчас один из моих, соратников, работал с венгерской олимпийской сборной, вернулся. Он говорит: "Мы поставили эксперимент для одного тренера, который там, ну, знаете, как это называется в русских сказках, неверя такой. Ну вот, это все ерунда, будем им тереть морковь, будем им давать все там по таблице Менделеева и считать калории". Говорит: "Вы поймите, они все разные. Но давайте поставим эксперименты. Какую-то девочку, которая занимается биатлоном, но сейчас они не на лыжах это делают, а как-то по-другому. Они один день кормили, как обычно, по своим стандартам, а второй день они исключили из диеты то, что ей вредит. Она отстрелялась так, как будто это не она. Они не могли понять. Ну, просто она по-другому, м, ну, я когда-то занималась стрельбой. Там очень важно иметь стабильную нервную систему, чтобы ничего не дрожало, чтобы ничего не двоилось и так далее, и так далее. Это очень важный момент. И вот, понимаете, тут все очевидно. Я сейчас Просто хочу убрали. сказать, вы знаете, про Новака Мгм. Джоковича, ведь потому что 10 лет назад уже, как я ушла на безглютеновую диету, да, и мне, мой зять, он теннисист, и он рассказал про Новака Джоковича, который, Мгм. а,
не мог, вот ему не хватало чуть-чуть, чтобы, да, чтобы выигрывать матчи, и вот этот туман в голове, и вот это все, да, присутствовало. И один из врачей, который был на его матче, предложил ему эксперимент. Но это было уже сколько лет назад? Уже очень давно, лет 15, не знаю сколько назад. Он ему сказал: Мгм. "Попробуй". Он говорит: "Да это же ерунда". И когда он все это убрал, он сказал: "Во мне Мгм. включились такие ресурсы, о которых я даже не подозревал". И это вот то, что вы сейчас говорите. Уходит энергия, нету той нужной концентрации, которая нужна. Понятное дело, речь идет об олимпийских чемпионах, да, или там обладателях золотого шлема, да, великих теннисистах. Но Не нам только. а нам, Мгм. обычным людям, да, когда ты уходишь на эту диету, ну, мне говорят: "А как ты можешь там, например, так мало спать? Откуда в тебе такая энергия? А почему тебе все интересно?" Да потому что у меня энергия идет не на переваривание, да, там, ненужной пищи, которой вся энергия идет на питание, там, дрожжей или кого-то еще, да, а она идет вот на мою Ой, жизнедеятельность, а не на ту. знаете, люди, за собой наблюдают, но выводы делают очень разные. Нам часто приходят пациенты и говорят: "Вы знаете, на вашей диете, на вашем протоколе у меня что-то случилось с мочевым пузырем". Говорю: "А что, собственно, случилось?" "Из меня льют ниагарские водопады какие-то. Я без конца, значит". Я говорю: "Хорошо, вы стали чаще ходить в туалет?" "Ну, вроде бы нет". И у вас стало просто больше выделяться жидкости? Да, настолько больше, что я столько не пил. Говорю, все правильно, из вас уходит жир, Отеки. он уходит путем гидролиза. Вы когда-нибудь видели, как писает верблюд, которому больше не нужен горб? Он его не носит просто так. Если он добрался до воды, все, весь жир уходит в виде жидкости. Это называется бедуинский душ. У них так. Но вот в этом ваша уникальность, понимаете? Я сейчас еще раз хочу всем напомнить, как вы это умеете великолепно просто все описывать образно. Но Да, еще и раз еще. Марин, я скажу еще раз. Мы всегда говорили там, и вы всегда говорили: кожа, да, мигрени, перечисляли все заболевания. Но сегодня вы сказали: "Вот мне столько пишет тоже людей, захлебывающихся слизью". И я пыталась у себя это вот как может быть? Но это действительно, как вы и А говорите, если это а, оперный певец, вы и не представляете. а ты не М, можешь, и у у тебя вот это бесконечно течет, у меня была, у меня была сопрано мирового класса из Метрополитена пациентка, которая мне жаловалась, что она не может построить график. Со мной, она говорит, скоро не будут иметь дело, потому что один день я просыпаюсь нормально и могу петь сколько угодно, другой день я просыпаюсь, у меня все заложено и ползет ком. Я не могу отхаркиваться и проглатывать во время, Мгм. выступления. Мне приходится объявлять, что я заболела опять. И никто не понимает, почему я не могу сделать вакцину от гриппа, привить себе, вовремя в сезон. А я, она говорит: "Я делаю все необходимые прививки, но, это никуда не уходит". А это молочные продукты. Мы убрали все молочные, все, как будто ничего не было, все высохло. Ну, то есть, Э, если при вы постоянно, вот те, кто нас смотрит, если вы постоянно как будто простужены, если вы постоянно болеете, если постоянно слизь у вас там течет, и мне нравится тоже Маринина фраза, и капает с языка практически уже, вот отовсюду ваша слизь. Обратите внимание, после свеклы и других красящих продуктов, какого цвета у вас моча и когда вы ходите в туалет, да, какой у вас стул. То есть, если про это, вот я на самом деле от вас слышу в первый раз, да, то есть то, Ну, у что нас всегда красит. какие-то ограниченные Да, эфиры. да, О чем речь зашла? Я, знаете, как то так ин, что вижу, о том пою. Но мы ушли от дрожжей. да. Какие еще симптомы есть? Вот вечная слабость, некачественный сон. Поэтому, когда люди выходят из протокола, они говорят: "У меня началась бессонница". Я говорю: "В чем это выражается?" "А я теперь просыпаюсь в 5 и плюю в потолок. Весь дом спит, а я уже все, вам хватает кислорода, вы восстановились. 5 часов сна для взрослого человека иногда достаточно". Это очень индивидуальная история. Вы встаёте отдохнувшим, вы Мгм. весь день функционируете,
вас не клонит в сон среди дня, значит, вам хватило этих 5 часов. Раньше крестьяне больше и не спали никогда. Надо было вставать, корову выгонять там и не знаю, что делать. Поэтому качественный сон был очень важен. Но у этих людей не было антибиотиков, они очень мало жили и умирали от всяких глупостей, которые сегодня даже странно рассматривать как причину смерти. Это были разные инфекции, травматизм и какие-то нелеченные досадные вещи. Вот так, давайте отвечать на Всё, вопросы, переходим к потому что, вопросам, ну, потому что вы сегодня сказали столько нового, много интересного, да, еще раз, по поводу слизи, по поводу туалета и по поводу сна, да. То есть все меняется, и всему есть объяснение. Некоторые люди могут я спать сего по 20 часов и не высыпаться. Они, в принципе, всю свою жизнь не спят, иногда переходя в такое сомнамбулическое, полусомнамбулическое состояние. очень тяжело утром встать, тяжело проснуться. Мгм, мгм. И, конечно, дрожжи же еще закисляют страшно, потому что в присутствии воздуха бродильные процессы идут по уксусному пути. Не по алкогольному, а по уксусному. И приходится испытывать изжогу, и приходится, чувствовать себя, приходится терять костную ткань даже, потому что надо компенсировать кислоту кальцием. Кальций — это щелочной элемент, который может погасить кислоту, а кислоту гасят щелочные, соли щелочных металлов. У нас кальциевые соли — это буферы, которые помогают поддерживать нормальный pH. И откуда их брать? Естественно, из костного депо. Они там у нас как раз и находятся. Окей, значит, давайте пойдем тогда по вопросам, чтобы не обижать тех, кто их заранее прислал. Конечно, да. Прошла противодрожжевой протокол в декабре. По ходу соблюдения диеты в течение 4 месяцев. Ого, как долго. В порядке исключения, например, в Пасху или в день рождения, можно ли съесть какой-нибудь что-нибудь из красного списка? Ну, во-первых, красный список не на всю жизнь. Это значит, что вы просто пропустили ту встречу с консультантом, когда вам должны были уже давно расширить диету. Через 3-4 месяца мы обычно сдаем повторно. Мы один раз сдаем повторно для того, чтобы понять, на какие продукты быстро падает концентрация антител, то есть иммунная агрессия, а на какие продукты очень неохотно. И мы таким образом видим, где были сезонные усталости, как мы их называем, где были перекрестные реакции. То есть, если человек чего-то переел на тот момент, это означает, что этот продукт просто требует ротации. Его просто нельзя, ну, на нем нельзя сидеть, говоря простым А языком. иногда Но можно. м, Иногда это можно. обычно Мгм. это обычно показывает повторный тест. Сейчас самое время после 4 месяцев сдать повторно. Это дешевле, и надо посмотреть, что именно осталось в вашем запрещенном списке. Поверьте мне, там осталось не так много. И, конечно же, за это время вы уже научились готовить, вы привыкли, вы вписались в какой-то новый рацион, в новую пищевую картину. И если вам сейчас немного расширить ваш список, вам вообще это покажется мишленовским рестораном, если вы не ленитесь готовить, и вы любите это делать. Когда вы рекомендуете лучше сдать повторный? Мы точно знаем, когда лучше сдать повторный. Это лучше сделать в промежутке от 3 до 5 месяцев. Почему? Потому что существует такое понятие период полувыведения антител. У антител есть продолжительность жизни. Раньше это называлось период полураспада. Ничто не вечно в крови. Все должно обмениваться. И антитела тоже обмениваются, даже если вы не контактировали со своим обидчиком, вот с этим вот раздражителем. Все равно старые антитела вы не можете оттуда просто так быстренько вымыть. Они должны патрулировать еще какое-то время,
и потихоньку распадаться, стареть, уходить. Так вот, период раньше это называлось период полураспада, теперь это период полувыведения, неважно, это одно и то же. У антител, которые рассматриваем и проверяем мы, иммуноглобулинов G, отвечающих за скрытые отсроченные реакции, не за ту аллергию, которая отек там и весь в лопухах и задохнулся, а за ту аллергию, которая проявляется как хронические заболевания. Так вот, эти ИГГ за нее отвечают, или иммуноглобулины G, и они распадаются в течение приблизительно 2 месяцев до половины. Поэтому, начиная с 3 месяцев, мы уже видим яркую картинку и яркую, четкую разницу. Дальше. Если коровье и козье молоко в красном списке, можно ли употреблять в пищу творог, кефир и ряженку? Так, молочные и кисломолочные продукты отличаются только одним качеством. В молочных продуктах присутствует молочный сахар, лактоза, а в кисломолочных продуктах молочного сахара как бы нет, ну или почти нет. Нас в нашем случае не очень интересует сахар. Лактоза – это не тот предмет, на который бросается агрессивная иммунная система. Она не дружит с белками и реагирует на белки. Белок коровьего молока как присутствовал в кисломолочных продуктах, так и продолжает присутствовать. Поэтому, если у вас реакция на лактозу, конечно, кисломолочные – это не то же самое, это выход из ситуации. Если у вас реакция на казеин, лактоглобулин, альбумин, молочную сыворотку, сывороточные белки, это значит, что для вас это все одно и то же. И из молочных продуктов у вас остается только топленое масло, в котором нет ни белка, ни сахара, если его грамотно вытопить. Ну, микроскопические количества, конечно, тут ни при чем. Мы говорим сейчас о дозозависимых реакциях, поэтому топленое молоко, сделанное по нормальной технологии, для нас это выход. А дальше уже там кокосовое, миндальное, кому какое подходит. А можно тогда вот сейчас заостриться на масле кхи, потому что это очень многие путают. Можно масло кхи на Мгм. протоколе или нет? Значит, смотрите, масло кхи – это обычное топленое масло, но обозванное аюрведическим названием. Это из языка санскрит, на котором написаны Веды и все протоколы аюрведы. И вы просто переводите на санскрит с русского языка слово топленое масло. Но надо иметь в виду, что у аюрведистов очень грамотный и очень точный протокол приготовления топленого масла или гхи. Они топят его не меньше 2 часов на малом огне, они снимают с него шум или пену, назовите как угодно, и они постепенно доводят его до состояния прозрачного, как слеза, ярко-желтого, а, такого безупречного, ярко-желтого жидкого вещества, которое потом застывает абсолютно однородным. И когда вы еще его остудили в холодильнике, еще дополнительно всплывает что-то вверх в виде молочного белка и отстаивается вниз в виде жидкости. Это все удаляется. И вот тогда у вас масло кхи. В России я не обещала никого рекламировать, просто я делюсь с вами, что я покупаю самое качественное масло у компании «Медведь и слон». Смешное название. Видела хозяина на выставке как-то, он мне сказал, что это означает дружбу между индийскими аюрведистами и нами, русскими людьми, поэтому слон и медведь.
Вот так вот. Но И такое называется масло медведь из слон. можно. И такое масло можно на Его нет, фасоль. да, его нет ни в одном магазине, потому что ни одна сеть Не не берет. принимает продукты без консервантов с коротким сроком хранения. Им это неинтересно. Поэтому покупать надо с сайта. На сайте. Вот. Мгм. Да, Ну, надо я думаю, ему что все рассказать, что запомнят. Да, и все запомнят: медведь и слон, такое не забудешь. я ему расскажу, что я его хвалила в вашем блоге. А я Окей. Встречу посмотрю, где-нибудь на выставке. а я посмотрю их Очень на эти. качественная, потому что стада пасутся где-то в Архизе, бесплатно пьют воду Архиз, едят майскую траву, там всегда что-то цветет в горах, и поэтому масло очень желтое. И они принципиально не берут на переработку чужие продукты, им свои некуда девать. Да, Потому что из Архиза доставить молочные продукты невозможно. Только топленое масло. да. Окей, они Марин, его. да, Да, Марина еще важный пишет. момент. Ага. Его фасуют в термоусадочные сашетки, маленькие золотые такие пакетики квадратненькие, как в самолете горчицу давали. Вот, там термоусадка, нет воздуха, поэтому не портится вообще никогда. Да, Круто. что пишут? Пишут: "Спасибо огромное за ответы. Все раскладываете буквально вот по полочкам". Давайте я буду читать следующие вопросы, чтобы вы не путались, Давайте. не отвлекались. Мгм. 2 года назад сдавала анализы. По результатам есть только красный и зеленый список без желтого. Из-за того, что исключено в красном списке много фруктов, даже яблоки и груши, и мед, бобовые, кукуруза, черника, голубика, приходится принимать много витаминов и микроэлементов. Нужно ли пересдать анализ? Очень хочется персик и Нет, грушу. конечно. Нет, конечно. Объясняю. Желтый список формирует доктор или нутрициолог, доктор, который вас консультировал. Просто доктор его не сформировал. По какой причине, не могу сказать. Или он счел, что у вас нет этих симптомов, нет реакции на кандиду, и вам это не нужно, или он просто забыл это сделать. Мы не знаем с вами, надо смотреть. Нет ничего сложного, а, взять исходный файл и сформировать красно-желто-зеленый список. Это делается одним кликом. Там что-то пошло не так, Ну, то есть потому стоит что просто обратиться к тому врачу, с которым вы были на связи. Можно просто к нему да, обратиться. нужно обратиться к доктору и попросить, чтобы он вам сформировал желтый список и дал противодрожжевой протокол, если вы сегодня себя узнали и решили, что вам это нужно. Да. Так. Следующий вопрос. Мгм. Пробиотики. Это бесконечные вопросы по поводу пробиотиков, которые нужно принимать на противодрожжевом протоколе. Какая дозировка, какие лучше выбирать? Может быть, что-то вы рекомендуете? И что еще можно подключить, чтобы качественно микробиоту восстановить? Обычно мы начинаем протокол с очень мощного пробиотика с высокой потенцией, чтобы это были миллиарды микроорганизмов. Пробиотики, у которых не указано количество микробных тел в одной дозе, в одной капсуле, не являются годными к употреблению. Сразу предупреждаю, потому что за ними нет никакого контроля. Не стоит контроля, даже если это очень хороший продукт, его невозможно контролировать. Поэтому надо смотреть обязательно эту цифру. И когда мы начинаем протокол, у нас есть главная задача заселить кишечник как можно быстрее и сократить как можно успешнее этот период умирания дрожжей, который может быть очень даже неприятным. Нам нужно запустить туда как можно больше микроорганизмов на короткий срок. Мы обычно используем, ну вот скажем, в нашей клинике мы используем анти-эйдж альфа-биом, это южнокорейский пробиотик, сделанный на основе кимчи, то есть за субстрат, за основу берется овощной бульон вместо молочной основы, потому что молочную основу не все переносят. Мгм. И бактерии, которые выросли на молоке, не всегда комфортно себя чувствуют там, где его нет. В нем должны быть как минимум 3
разновидностей микроорганизмов. Обязательно должны быть молочно-кислые палочки, это лактобактерии, обязательно должны быть бифидобактерии, и в них не должно быть сахаромицетов. Ни в коем случае. Как правило, там несколько лакта, несколько бифида. Бифида обычно один, а лакта много. И, ну, скажем, есть вот сейчас, когда не работает iHerb, я даже не вижу смысла рекомендовать Рассказывать. те, которые. Да, вот мы берем такие южнокорейские, нам, видите, друзья с Востока помогли заполнить эти пробелы. А дальше мы переходим на наш пробиотик. После 4 недель мы обычно переходим на наш флоробион, который сделан по нашей прописи и по нашему заказу серьезным фармацевтическим объединением. Оно называется ArtLife, оно специализируется на этом. И нам сделали пробиотик, в составе которого есть пропионово-кислые бактерии. Эти бактерии участвуют в строительстве биопленки, и они помогают бактериям выстроиться на поверхности кишечника. Поэтому очень важно, чтобы там были эти пропионово-кислые палочки. И этот препарат уже не такой мощный, потому что нам уже не нужно такой огромный потенциал. Будет просто передозировка, пациента начнет дуть, причем неприятными вонючими газами. Бактерии – это пахучие существа, и вообще это ни к чему. В общем, мы обычно прибегаем к двум разным. Начинаем с мощного, веганского, и потом переходим на флоробион. Да. Мне Мгм. что дальше? Так, Мне дальше. прописали, да. Глютен в Мгм. зеленой зоне. Можно ли его на протоколе? Вот это, кстати, многих, людей путает, потому что, глютен, да, часто встречается в зеленом списке, разрешенном, Вы но не на можете есть протоколе он Вы не запрещен. можете вы не можете просто есть глютен. Вы где-нибудь видели, чтобы продавали, где-нибудь на прилавке лежало что-то, написано глютен? Не, но Это не продукт, это он продается как ингредиент, продается. Да. добавляющийся в другие Вы можете продукты. купить его, для профессионалов, там, для выпечки, его добавить куда-то в хлеб или еще куда-то, чтобы, придать пшенице больше твердости, но в принципе, для нас это не продукт, это маркер. Он нужен не пациенту для Мгм. построения диеты, он нужен доктору, чтобы ориентироваться, переносит пациент глютен или нет. Мы не можем его убрать в красный список, это будет нечестно. Это будет означать, что вы не переносите глютен. А вы его переносите. Но на время Мы уби протокола убираем мы убираем на время протокола не глютен. продукты, Глютен – это содержащие чистый глютен. белок, он бы, в принципе, никак дрожжам не помог выжить. Мы убираем во время протокола конкретные зерна: пшеницу, рожь, ячмень, спелту, камут, что там еще, рис, кукурузу. Мы убираем то, что может поддерживать брожение. А брожение поддерживает не глютен, не белок. Брожение поддерживает крахмал и сахар, который мы с помощью своих энзимов слюны, поджелудочной железы, тонкого кишечника трансформируем в сахар. Помогаем дрожжам из крахмала получить сахар и подаем им на блюде просто. Поэтому они нам посылают картинки: "Ищи булочку". Они знают, что мы эту булочку для них превратим в сахар. Глютен тут ни при чём. Да, и булочку именно из пшеничной желательно муки, не из зеленой гречки, потому что вкус Да, другой. Потому что хорошо. А, так, вот по поводу, кстати, препарата анти-эйдж биом, в составе которого на да. первом месте мальтоза и ксилит. Разве эти подсластители разрешены на протоколе? И подскажите, пожалуйста, на будущее, можно ли, допустим, пропить кандигон плюс флоробион, а далее после протокола пропить анти-эйдж биом как дополнение?
Ну, я уже рассказала, почему такая последовательность, как положено. Мгм. Теперь а, по поводу Лактозы. солодового сахара да, и ксилита. Ну, ксилит — это полунатуральный подсластитель, на котором жить долго не особенно полезно, но ничего страшного точно не произойдет. Это подсластитель для того, чтобы, ну, я не знаю, производители хотят, чтобы нам было вкуснее, и больше ни зачем. Вот. Мальтоза — это солодовый сахар, который необходим бактериям для того, чтобы они выжили. Они должны выжить. Это их еда. Они должны эту еду съесть для того, чтобы проснуться. Они же там в сухом виде. Для того, чтобы восстановить свою форму и для того, чтобы начать свою жизнедеятельность. Это их сухой паёк, который им выдается с собой в дорогу. Поэтому не бойтесь, не переживайте из-за этого. Все добиваются своих результатов с помощью антиэйдж-биома прекрасно. Это не мешает нам. Там такое количество, что мы можем это пережить спокойно. Вопрос следующий. 4 недели на противозачаточном протоколе. Как понять, можно ли выходить из него или еще продолжать какое-то время? Как вообще можно определить, что протокол прошел успешно и сработал? Ам, Вы должны почувствовать, во-первых, это то, что я обычно, те вопросы, с которыми я обычно интервьюирую пациента на 5-й неделе. Вот они приходят через 4, и я им задаю эти вопросы. Во-первых, расскажите, была ли ломка? Хотя бы подобие, хотя бы что-то похожее. Это какой-то эпизод на 2-й, на 3-й день, как правило. Иногда ломка задерживается, но, как правило, это 2-й, 3-й день. Что это такое? Пациент просыпается с головной болью, он плохо себя чувствует, у него слабость. Ему не хочется ничего делать, ему не хочется ни о чем думать, у него плохое настроение с перепадами. И, в принципе, те, кто хорошо знает, что такое похмелье, они описывают это как состояние после некачественного алкоголя или после большой выпивки. Почему? Потому что гибнущие дрожжи. В чем заключается процесс очищения алкоголя? От чего очищают алкоголь в промышленных масштабах? Алкоголь очищают от продуктов жизнедеятельности производителя алкоголя, дрожжевого гриба. Дрожжи там же умирают, они там же туда же выделяют, они там же разлагаются, распадаются. И самое отвратительное и самое отравительное — это уксусный альдегид. Это довольно поганая штука, которая вызывает серьезное отравление, большое напряжение печени. Поэтому мы стараемся как можно больше смягчить этот эпизод. Поэтому мы берем сорбент обязательно, и пациент, как правило, не очень чувствует эту ломку. Но все-таки какие-то отголоски он чувствует, он понимает, что что-то с ним происходит. Если пациента об этом не предупредить, вплоть до судебных разбирательств, доктор испортил мне здоровье, навредил, я чувствовал себя неплохо, пришел к врачу, мне стало хуже. Вот это вот все надо перетерпеть, это недолго. Если нет никаких ошибок, то это очень недолго. Дальше. Как мы видим, что противодрожжевой протокол прошел успешно? Пациент обычно за 1-й месяц теряет ощутимый вес. Это вес, который он просто так бы не потерял ни в коем случае, учитывая то, что он не голодал, он не умирал там в спортивном зале, он не убивался в бане, он просто не понимает, в связи с чем он потерял свои 4 килограмм за 4 недели. Он их потерял за счет того, что он начал нормально выделять жидкость и ушла лишняя вода.
Почему не уходила вода? Потому что почечные дренажные системы были блокированы, мы это так называем, но если говорить простым языком, залеплены продуктами иммунной системы. Это антитела, которые захватили дрожжевые грибы или их компоненты, или их продукты жизнедеятельности. Все это еще закутывается в дополнительный кокон, он называется комплимент, потому что он комплементарно выстилает все неровности, специально, чтобы кокон был гладким. А дальше вот эту громадину, ее невозможно сразу просто так выделить, она оседает на фильтрах, на мембранах. Все наши почечные канальцы, клубочки, все, что там компактно упаковано, это все сито, это мембраны. И вот это вот все блокируется, и жидкость плохо выходит. Ну, она выходит, конечно, но хуже, чем начинает выделяться, когда мы все делаем правильно. Поэтому пациент начинает выделять жидкость, он теряет, это называется, ретентная, накопленная, задержанная жидкость. Он ее отдает, а потом жировая ткань тоже начинает превращаться в воду, как у верблюда. Не нужна, потому что эта ткань в таких масштабах нужна только для одного — связывать воду. Мы не можем до бесконечности копить воду в кровеносных сосудах. Наша жидкая часть — это кровь, лимфа, ее не может быть слишком много, ее надо куда-то сбрасывать, а выделительные системы подводят. Не потому, что они больные, а потому что они перегружены. И вот весь этот караван, он начинает идти веселее. Вот и все. Да, Марин, Так, спрашивают да. вдогонку к этому вопросу. Если ломки не было, то что-то пошло не так, она обязательно должна быть на протоколе? Ну, мы изо всех сил стараемся, чтобы ее не было. Если пациент худеет, если он лучше себя чувствует, если у него появились новые вкусовые пристрастия, если он почувствовал, что ему вот то, на что его тянуло бешено, стало, ну, не то чтобы безразлично, но он спокойно на это смотрит, а другие вещи вдруг понравились, и открылись глаза на какую-нибудь, там, я не знаю, печеную тыкву, которую он воспринимал просто как какие-нибудь какашки. Мне один пациент сказал: "Если б мне кто-то, мужику взрослому, пьющему, сказал, что я буду есть как алкоголик запеченную тыкву, я просто не могу дождаться ее из духовки". "Что это?" Я говорю: "Как что? Бактерии поселились и требуют тыквы. А Требует вы как нормальной хотели? еды. Да. Их же надо кормить". Да. Это обязательно. И М. еще один, вопрос. Вот про снижение веса всегда вы говорите, а очень многих волнует проблема набора веса. Протокол Мгм. помогает набрать вес? Протокол, скорее всего, можно сказать, что он не отнимает вес у тех, у кого нет лишнего веса. Есть люди с субтильной конституцией, есть люди, которым трудно набрать мышечную массу, есть люди, которые просто по наследству так устроены, у них такая генетика. Таких людей довольно много. И есть люди, у которых что-то не так с метаболизмом. Мы таким пациентам не вредим ни в коем случае, потому что мы ни при каких обстоятельствах не требуем от пациентов ни ограничения порций, ни подсчета калорий, ни длинных интервалов. Мы пациентам не мешаем есть. Но таким пациентам мы, как правило, рекомендуем сделать генетический тест. И у нас есть компания, которой мы доверяем в наших партнерах, ну, не по бизнесу партнер, а просто мы их Работаете акцептируем. вместе? Мгм. Да, мы с ними работаем. MyGenetics — это компания, которая обучала наших врачей, а, чтобы мы могли сами анализировать эти результаты. Они дают подробнейший протокол, и, как правило, там есть, кстати, есть отдельно спортивный такой чекап, где четко прописано,
почему у пациента есть проблемы с набором мышечной ткани. Речь же идет о мышечной ткани, не о жире. Мы все хотим быть рельефными, подсушенными, но набрать просто так жира никто не хочет. Все хотят набрать мышечную ткань, потому что саркопения – это страшное состояние в старости. Никому не хочется потерять Истощённая. мышцы. Мгм. Да, и иногда там есть вполне конкретные дефициты определенных вещей, которые можно получить в добавках. И, есть специалисты, которые подсказывают, где какие есть там сбои в метаболических цепочках. Ну, а так просто набрать вес. Ну, возьмите, поставьте вазу с орехами перед носом. Только чтобы Вот орехи эти не были у вас в красном списке. И нужна ротация с орехами. Древесные орехи требуют внимания и ротации. Они очень быстро вызывают, реакцию. Мгм, усталость, да. мгм, да. На себе испытала, когда приехала в Калифорнию, и в доступе оказалось большое количество миндальной муки. Пришлось убирать, потому что, да, в России такого нет, я там сама делала, а здесь Древес древесный орех. да. Потом не забывайте еще про глифосат, Мгм, потому что очень серьезно обрабатывают миндаль. Миндаль должен быть только органик, и его надо обязательно очищать от кожуры. мгм, Я покупаю миндаль в кожуре, замачиваю, потом он моментально, вот просто его надо постирать, как, знаете, как стирают мгм, одежду в мгм, этой жидкости, где он стоял, и все. мгм. Все шкурки отлетают. Но Мгм. самое главное, вы сейчас сказали, я думаю, что все услышали, что прохождение протокола не означает, что вам нужно есть мало, что вам нужно есть редко, что там какие-то что это какой-то голод, потому что у многих вот, ну, встречаются неправильное восприятие. Нет, это нормальное сбалансированное питание, назначенное вашим врачом, вашим консультантом, и вы должны есть по голоду, особенно если вам нужно вес набрать, да, Но чтобы вы понимаете, наши люди очень любят что-нибудь там самостоятельно скомбинировать и совместить. Не получается. Если вы собираетесь голодать и делать длинные интервалы, то, скорее всего, вы попадете на инсулиновые качели. А еще ваши грибы будут голодать и требовать от вас, и вызывать непреодолимую императивную тягу. Это никому вообще не нужно. Всему свое время. Интервальное голодание, пожалуйста, но к нему надо подготовиться, и до него нужно дойти. И, и не забывайте, что интервальное голодание придумали какие-то люди, которые не имели никакого отношения к Нобелевской премии по аутофагии. Это совершенно другая история. Нет диеты для всех, и все вот эти вот истории из интернета, когда введите свой возраст, дайте там все свои данные, номер карточки и секретный самое код с главное, да. оборота, а мы вам скажем, сколько часов вам надо голодать. Да. Вот, пожалуйста, не надо. Вы можете голодать, пожалуйста, стандарт 18 часов. Ради бога, но для этого сначала нужно сделать все, чтобы ушла инсулинорезистентность и не прыгал сахар. Нужно исправить микробный барьер в кишечнике, нужно правильно подобрать продукты, и вы сможете, как там, я не знаю, как на подводной лодке, где кончились припасы, растянуть их как в фильме «Марсианин». Он там одну картошку растягивал на несколько Да-да. дней. То есть, Ради бога. чтобы зайти на голод, да, сначала решите свои проблемы со здоровьем, а потом Ни уже, один если китайский врач не возьмет на голод неподготовленного пациента, потому что он ему только навредит, а иногда навредит смертельно. Поэтому он проблема многих наших людей, которые с помощью голода пытаются решить проблемы со здоровьем. И тем самым их только можно, усугубляют. Но можно, но но под да, но контролем. начинать надо от печки. Да. Нельзя начинать с середины. Так, а мы возвращаемся к вопросам, которые все про Да. еду. В красном списке,
Сыры, гауда, пармезан, моцарелла, эдам. Ой, просто восторг. Да, все в красном запретном списке. Но можно ли тогда сыр адыгейский, сулугуни или вообще все сыры нужно исключить? Слушайте, Вопрос в от каком любителя как сыров. в каком мишленовском ресторане вам делали этот тест? По какому? У нас нет такого количества сыров. Пармезаны, Эт да. Я подозреваю, что это был анализ Другая. на антитела группы Е. Мгм. Это, очевидно, был какой-то тест на аллергию немедленного типа. Давайте я вам расскажу об этом в принципе. Значит, смотрите, чем отличаются твердые сыры от мягких сыров. Мы здесь видим в этом перечислении, сейчас скажу, мы здесь видим твердые сыры, выдержанные, и мы здесь видим мягкие сыры, крестьянские, рассольные, без выдержки. Случайно в этот список залетела моцарелла, а дальше там идут уже деревенские сыры, адыгейские сулгуни, туда бы еще и моцареллу засунуть. Но неважно, важно другое. Чем отличается выдержанный сыр от молодого белого сыра? Он отличается присутствием антигенов плесени. Поэтому для нас твердый сыр – это набор всех компонентов сыра. В него входит казеин в первую очередь. Кейзе – немецкое слово, от слова сыр. Поэтому чиз и кейзе – это на разных языках сыр. А казеин – это белок, из которого состоит сыр. Кроме казеина там еще есть жир, какая-то влажность. И если сыр выдерживали, он обязательно был заражен какими-нибудь штаммами плесневых грибов, и они его потихонечку или не заражен в естественных условиях, они там в подвале поселились в этот сыр. И сыр постепенно созрел и стал твердым. А мягкие молодые сыры никто не выдерживает, их надо продать свежими и желательно сразу. Это адыгейские, это сулгуни и это моцарелла, итальянский молодой крестьянский сыр. Чем они отличаются? В них нет никакой плесени. Адыгейский и карачаевский и сулгуни – это сыры, которые делают с помощью животных энзимов. В них расщепляется сразу весь сахар и свертывается весь белок. А моцарелла готовится из свежего несквашенного молока, и в ней, в моцарелле, остается вся лактоза. Ну, то есть лактозы там много, потому что она в этом рассоле, в своем собственном, в сыворотке. В общем, получается так, что у этих сыров разный состав. Почему в красном списке оказались все твердые сыры? Не могу сказать. Может быть, там реакция на казеин? Посмотрите, где у вас стоит казеин. Если казеин стоит в красном списке, это логично. Но тогда и белые молодые сыры тоже должны попасть в ваш красный список. Но еще вопрос, Если где эти тесты проходили, да? это Кто их не делал? наш Не анализ, ваши. но мы попробуем с вами логически это все разложить. Если у вас казеин в зеленом списке, а сыры попали в красный из-за того, что у вас серьезный конфликт с плесенью и грибами вообще, то тогда молодые белые сыры крестьянские, скорее всего, вам можно. Но я думаю, что это очень маловероятный случай. Мгм. Когда мы возвращаем белые молодые сыры? Мы возвращаем их тем, кому можно молочные продукты, у кого с казеином все в полном порядке, и отнимали мы их временно только на период противодрожжевого протокола, а потом спокойненько белые крестьянские сыры вернули сразу. А уже твердые постепенно, через какой-то период времени, когда с грибами там все уже более-менее конфликт, скажем так, острота конфликта ушла. Так что ищите, где у вас казеин. Я прошла протокол 2 раза, сделала Шоколадного иммунохелс, Челси.
Исключила Вот. все ровно год. Мгм. Придерживалась протокола, все равно болею простудами, хотя астма отступила. Как не болеть простудой? Может делать прививки, а еще я работаю в школе с детьми, да, и это тоже нужно учитывать. Окей. Значит, смотрите, ключевое слово с детьми. Да? То, что астма отступила, это закономерно, и это очень приятно слышать. Это естественный результат работы с вашей диетой. Астматики у нас, как правило, всегда выздоравливают. И маленькие детки с ложными крупами, это раньше так называлось, теперь это все астма. Вот, и взрослые астматики, как правило, мы с этим справляемся. Что касается ваших простуд, боюсь, что это никакие не простуды, а это постоянно новые вирусные инфекции, которые гуляют среди вашего детского коллектива. Потому что я еще даже подозреваю, что это учительница младших классов. Дело в том, что дети – это инкубаторы вирусов. Разве вы не знаете, что если ребенок идет в детский коллектив, он будет знакомиться с вирусами как минимум год-полтора? Он будет без конца приносить домой новые вирусы, заражать всех, родителей, братьев, сестер, няню, всех. И ваша задача не в том, чтобы не знакомиться с вирусами, а в том, чтобы быстро, как можно быстрее выздоравливать. Ну, я вам открою секрет. У нас есть такой такая добавка, которую мы все используем, мы ею спасаемся и спасаем всех вплоть до внуков. Называется Эльвита Девит. Она у нас в клинике есть. И это препарат, который останавливает, если вовремя сразу принять, без побочных эффектов и без всяких последствий, останавливает почти любую респираторную вирусную инфекцию, включая ковид. И этот препарат был, он гремел во время ковида, но он, к сожалению, в это время прошел только ветеринарные стадии, и он продавался только через ветеринарные аптеки, но тем не менее хозяева домашних любимцев его нашли, увидели, как он работает на любимцах, и начали его распространять просто волной. Его не успевали производить. Там вещество, которое там в концентрированном виде, вещество, которое делает целебным куркуму и мед манука. А, он там присутствует и моментально дает эффект. Просто вирусы перестают переселяться из одних клеток в другие, если говорить совсем просто. Ну, в общем, это обычная естественная история. Единственное, иммунная система должна с этим справляться быстро. И если у вас это затягивается больше, чем на неделю, иммунная система требует внимания. Если вы за неделю справляетесь, ничего нельзя поделать. Это, наверное, знаете, все таки естественные отборники присутствуют, потому что я из семьи учителей, у меня в семье 4 поколения или 5 поколений были преподаватели в университетах и в школах. И вот мама работала в школе в начальных классах. И я не помню, чтобы она болела. Хотя 4 года она находилась вот в одном и том же коллективе. Это, наверное, есть еще особенность человека, да, когда ты можешь или не Ну, можешь есть работать люди, с детьми. которые вообще не болеют вирусными инфекциями. А я плохо В одной и переношу. той же семье, А в я одной плохо семье. переношу именно Да. детские вирусы. И все мои попытки вернуться, и здесь в Америке тоже я уходила в Монтессори School английский свой практиковать. Это Мгм. очень тяжело для меня. То есть вот сколько, когда я нахожусь рядом с детьми, я не переношу детские вирусы, всегда очень тяжело. А есть люди, кто их переносит достаточно спокойно. Это еще раз просто показывает нашу Вы индивидуальность, мы все знаете, мы я разные. думаю, что более глубокое объяснение может дать вирусолог или инфекционист, специалист, который именно занимается вирусными инфекциями. Мгм. Но, в принципе, если вы за неделю справляетесь, Ну да. ну, значит, с иммунной системой все в порядке.
Но есть люди, которые вообще никогда не заболевают Вот. вирусными инфекциями. Это Под знаете, одним одеялом, в одной семье. да, да, про ковид заговорили, когда только началось, и мои подруги-врачи, у меня много в окружении моих, близкие подруги, 2 врача, и они обсуждали вообще, почему кто-то заболевает, кто-то не заболевает. И одна из них вспомнила, она говорит: "Вот смотрите, мы 3 подруги, мы дружим очень много лет. Одна герпес не у нее не было герпеса никогда, у меня был один раз в жизни, а у третьей подруги на любое дуновение ветра выскакивает герпес". Хотя мы вот, ну, вот когда дружишь настолько, что целуешься прямо, и вот ты очень близкий, очень тесный, и все мы разные, да. У одной есть кандида, и конфликт, у другой нет. Мы это наблюдаем постоянно. Стоит Мгм, только избавить от дрожжевой инфекции, мгм. уходит герпес, уходит в латентное состояние и перестает мучить даже генитальный. Вот. А я Мгм. сейчас хочу сказать спасибо моим постоянным подписчикам. Доктор, еще кто-то об этом писал. Нас смотрит очень много людей. Где лайки? Я вас очень прошу, ставьте лайки, если вы с нами весь эфир и задаете свои вопросы. Не забывайте ставить лайки. Не сердечки отправлять, а прям лайки под видео ставить, потому что это поможет продвигать это видео. И тем больше людей, которым эта тема важна и интересна, увидят его. Да, Мгм. поэтому ставьте, не сердечки отправляйте, а прям нажимайте вот этот палец вверх. Мгм. Так, по тесту мне можно только грецкий и подсолнечник. Арахис, кунжут, миндаль нельзя. Понимаю, что с маслами этих продуктов все так же. А конопляное масло можно? Не нашла продукт ни в одном списке. Ну, с коноплей как-то сложно, потому что это не самый общеупотребимый продукт, поэтому, конечно, на него места в панели не хватило. Ну, может, со мной кто-то и не согласится. Сейчас каннабис везде и всюду, но тем не менее. Значит, древесные орехи — это самые наши частые злодеи. К ним же в тот же список восьмерки больших страшных аллергенов, ам, входит и арахис, хотя он не орех, а бобовое растение. Но арахис довольно хорошо переносят азиатские люди, то есть, Филиппины, Китай, Вьетнам, вот, даже мексиканцы хорошо переносят. Как только белый человек — все с арахисом конфликт. Его привезли к нам не так давно, мы не знали арахиса. Поэтому арахис, конечно, здесь — это один из главных аллергенов. Что касается конопли, я за свою жизнь ни разу не слышала об аллергии на коноплю. М. Есть люди, которые веселятся от, марихуаны, есть люди, которые не веселятся от марихуаны. Но чтобы наступил анафилактический шок от марихуаны, я не Ой, слышала. не было. Да. Но на самом деле, Ага. да, на самом деле я сама последний год, очень много использую в рецептах, потому что он и белком Используйте обогащает. на здоровье, ничего Отлично. страшного. Да, и Тем масла. более, если вы уже себя очистили, вы себя уже чувствуете, Мгм. вы моментально заметите, если что-то не так. Вопрос по Так, как поводу вообще. чаги. Да, вопрос по поводу чаги. Мгм. Принимаю БАД 100% чаги, порошка чаги. Он снимает мне воспаление суставов. Шпора прошла. Исходя из анализа, нужно ли прекратить этот прием или продолжать, потому что это грипп. Знаете, я на вашем месте бы не стала прерывать ничего. Во-первых, это очень далеко от дрожжей, чага и дрожжи. А во-вторых, даже если вы оставите эту чагу, не та иммунная нагрузка, чтобы, не получить нормального результата. Если у вас от этого зависит состояние суставов, лучше Мгм. мы оставим чагу, чем вызовем обострение из-за отмены. Поэтому я бы не стала отменять, хотя Мгм. это, конечно, какое-то такое чисто интуитивное решение. Творог Так. творог в красном списке. Термически обработанный в виде сырников тоже нельзя. Вот любители у нас, да, покушать-то вкусно. Смотрите, Мгм. я вам сейчас объясню, как рассуждал ваш доктор. Доктор-иммунолог-аллерголог рассуждал об этом с позиции аллергии первого типа. То есть это, анафилаксия, это, атопия, это та аллергия, которая вызывает крапивницу, сосудистый отек, анафилактический шок, которую все знают. Это называется
Гиперчувствительность немедленного типа. Вы только что с чем-то контактировали и в течение первых минут получили уже реакцию. В этой ситуации, все антигены, разделяют на термостабильные и нетермостабильные. То есть те, которые грей, жги, копти, туши, запекай, делай что угодно, этот аллерген все равно никуда не уйдет, и он все равно вас догонит. А есть такие аллергены, которые после термической обработки становятся добрыми и пушистыми. Они теряют свою структуру, и антитела их просто не узнают, перестают узнавать. С этой позиции с вами рассуждал ваш аллерголог. Но мы занимаемся другим типом аллергических реакций. Кроме прочего, молочный белок казеин, он один из самых термостабильных. Ему ничего не делается ни от какой термической обработки. А вот сывороточные белки, смотрите, если молоко разделить на белковые фракции, там есть тяжелый белок, который превращается в творог, а потом творог превращается в Мгм. сыр. Он называется казеин от слова кейзе, немецкое слово сыр или чиз по-английски. Он термостабилен и не меняется от тепловой кулинарной обработки. И от холодной обработки, от созревания сыра тоже ничего не меняется. Но есть легкие фракции белка: альфа-лактоальбумин, бета-лактоглобулин, бовин. Это все белки-сыворотки, которые проходят через сито и остаются в белой жидкости, которая остается от творога. Вот эти вот белки, они меняют свою структуру, они не термостабильны. Они от температуры превращаются в безобидных белых и пушистых. Из них обычно делают рикотту, а еще там остается молочный сахар в этой сыворотке. Его высушивают и добавляют в спортивные протеины Понятно. Мгм. куда-нибудь, в лекарства и так далее. То есть молоко делят на отдельные фракции. Вот как раз сырники ваши как были злобным аллергеном, так и остались. Пойдем дальше. Так. Болгарский перец на протоколе. Можно или нет? Можно, можно, потому что он кажется сладким из-за фруктозы. Он содержит фруктозу, а это гораздо более сладкий сахар, чем обычная сахароза. Поэтому вам кажется, что там сахара много, а его там Это еще, даже знаете, на на... протоколе, потому что вы убираете все привычные сахара, Да. вкус меняется. И, как говорят, слаще Мгм. морковки ничего не ел. Так вот, перец становится Вот таким морковка, невероятно вот сладким. смотрите, если вы морковку нашинкуете, или давайте так, если вы выдавите морковный сок и забудете поставить в холодильник, он моментально забродит, потому что там очень много сахара. А если вы возьмете перец и захотите сделать из него брашку, у вас ничего не получится. Из этого исходите. Мгм. Всего этого сахара там даже на одну дрожжину не хватит. Так, Так, в противодождевой при протокол. Орехи и производные из орехов. На протоколе на протоколе вот некоторые считают, что рацион очень сильно наполняется этими самыми орехами, ореховой мукой. Как грамотно пройти протокол и не набрать веса, и снизить вес, да. Ага. Смотрите, есть такой хитрый орех, который не, повышает вес, не помогает набрать вес. Он называется кокос. Потому что на самом деле кокос — это не древесный орех, потому что пальма, несмотря на то, что сам орех одет в деревяшку, он не относится к древесным орехам, потому что пальма — это не дерево, это трава. Фактически, если его уменьшить, вот так взять пальму с этими бубенцами и уменьшить мысленно, это будет просто трава, на которой висят какие-то Ягодка. семечки. Ну да, семечко или ягодка. Семечки, да. Это просто очень гигантская трава, это солома, и никаких древесных орехов на ней быть не может.
И кокос, в принципе, не может, м, влиять на набор веса. Поэтому можете использовать кокосовую муку, нутовую муку. Нут — это тоже не тот продукт, от которого вы прям побежите толстеть. А орехи древесные, конечно, их придумала природа, чтобы на зиму набрали, нагуляли жира какие-нибудь белки, хомяки, бурундуки. Они осенью начинают интенсивно есть орехи, орехи к осени Мгм. поспевают и начинают на глазах просто наливаться перед зимней спячкой. Хотите, пожалуйста, можете в день можно съесть штук 5 миндальных орехов, ну и, соответственно, парочку грецких целиком, и не больше, иначе это Просто для многих людей, которые любят мгм. выпечку особенно, противодождевой протокол, а, вот на нем они автоматически тот объем выпечки, который готовили, например, из пшеничной муки, пытаются заменить мукой и ореховой. Но это не совсем верно. Ну, как бы это не совсем так. Вспоминайте про тарелочку. Да, Тарелочка — это очень приблизительно и не для всех, но, в принципе, для нас, людей, которые привыкли к, такой, диете умеренного климата, очень подходит. Половина тарелки — это клетчатка, не забывайте, а это вовсе не выпечка. И вторую половину делим пополам. Там протеин у нас должен быть, правильно? протеин, да, Вот, и протеин и какие-то углеводы. медленные углеводы какие-то. Поэтому вы, конечно, можете себе нашлепать оладий из зеленой гречки, сделать булочек из нутовой муки. Я показывала у Вики Макарской на Бабсовете, как их испечь. Гениальные булочки, пожалуйста, ешьте на здоровье. И можно делать блины из амарантовой муки, можно даже коричневый рис, если вы не на протоколе, он гораздо Мгм. лучше, чем любая Цена пшеничная мука Да. и очень вкусная. Абсолютно. Так, анализ Так, показал непереносимость кокоса. Не вызывает ли каприлат магния, содержащийся в мгм. кантигоне, иммунную реакцию? Можно ли пить кантигон при реакции на кокос? Я не думаю, потому что не вызывает. Я не думаю, что вызывает. Почему? Потому что, тот тип реакций, о которых мы говорим, он дозозависимый. Если он дозозависимый, ну сколько там этого каприлата, тем более это вовсе не кокос, а это выделенная из кокоса соль, которая в принципе не должна никак раздражать иммунную систему. Каприлат магния. Нет, не должно мешать. Если только вы что-то чувствуете субъективно, бывает, что у людей вообще отвращение к вкусу и запаху кокоса. Но у нас там есть чеснок и черный тмин, и гвоздика. Вы там не почувствуете ни вкуса, ни запаха, я вам гарантирую. Все это в капсулах. Мгм. Можно ли на протоколе печь из кукурузной муки? Ну, можно я сразу скажу, что нет, потому что кукурузу мы исключаем, Нет. да, на протоколе. И употреблять кокосовый урбич. Конечно, можно. Да, если он чистый Урбич, по да, составу. Ну, если он чистый по да, составу. конечно. Потому Можно, что конечно. Потому что все таки состав продукта важно читать. Там можно Мгм. обнаружить иногда очень интересные добавки, и сахар, и всё, что только можно. Дайте я сразу сделаю ремарку важную. Меня часто об этом спрашивают. Кокосовую сгущенку нельзя. Посмотрите, из чего она состоит. Это раз. И два. Есть же такая штука кокосовый сахар. Сахар делается из нектара соцветий. И если вам пишут, что в составе один кокос, это не одно и то же, из какой части кокоса взяли Вот. вот этот вот контент. Мгм, мгм. Это, иногда доходит просто до катастрофы. Человек сидит месяц, полтора. Я пытаю, почему мы не двигаемся. Там досада, злоба уже. Уже, знаете, уже принятие и все, что психологи рассказывают. Вот. А в итоге выясняется, что все, что он мне расписывал там, это все было правдой. А там, где кокосовая сгущенка, он просто писал кокос. Он Все. знал, но схитрил. Он знал, но схитрил. Он понимал, чем Ну, это там же в закончится. составе написано кокос.
Но вот это еще, значит, не это, принятие не наступило. Пятого вот этого момента принятия по психологии еще не наступило. То есть он, человек, понимает, что если он напишет сгущенку, он получит от вас, да, нагоняй, но отказаться не в состоянии, не в силе. Ну, самообман такой, знаете. У А нас след еще, знаете, на чем обжигаются вечно? На вяленой клюкве. Ну, всё. казалось бы, Мгм. ну, взрослый человек в своей жизни не раз пробовал эту кислятину, от которой скулы сводит. Да-да-да. Нет, сидит, ест горстями цукаты, засахаренные вот эти вот. Но у вас же написано, что клюкву можно. Да, да. Почему вы мне говорите, что клюкву нельзя? Клюкву же можно. А вы состав видели? А я покупал из мешка, на рынке Не у хочу узбеков. видеть. Ну, это же называется: не хочу видеть, не хочу слышать, не хочу знать. Можно вот это хитрый ум всегда найдет вот эту лазейку. И там и дрожжи, или кто нас туда вот человека Конечно. ведет. Да. Я вообще не он сам ко мне, да, в рот прыгнул. Это вот примерно про Да, то да. же. Не Но эт виноватая я. да, Точно. сейчас вопрос будет такой серьезный, конечно: как плавно выходить из протокола, какие продукты в первую очередь можно добавлять. Ну, во-первых, нужно добавлять продукты, которые не так уж сильно бродят. Такие продукты есть. Вот, продукты с не очень высоким содержанием сахара. Это первое. Второе, они обязательно должны быть в зеленом списке. Мы не можем расширяться за счет красного списка. Мгм. Поэтому надо сверять просто со своим красным списком. Так это доктор делает на приеме. А тут вам придется самим. Значит, с чего мы начинаем? Мы возвращаем печеное яблоко, мы возвращаем чернику, мороженую обычно, лесную, а не вот эту, которую можно там торт украсить, а жить на ней нельзя. Мы можем вернуть крыжовник, мы можем вернуть, ну, вещи, из которых не гонят, говоря простым языком. Гнать из них не получается. Мы возвращаем тыкву, морковку, но в приготовленном виде. Морковь не сырую. Мы можем вернуть грейпфрут, если он не в красном. И это открывает огромные возможности для социализации, потому что вы можете в любом баре заказать себе выжатый, свежевыжатый грейпфрутовый сок, вставить туда соломину и ходить с ним там с ободком из соли гималайской. Все будут видеть, что у вас коктейль, никто не будет вам капать на нервы. Даже если вам хочется туда добавить текилы. Почему текила? Потому Крепкий. что текилу делают на других микроорганизмах. Она к дрожжам не имеет отношения, и поэтому дрожжи ее не узнают. Они на нее не реагируют, и текила не, инициирует, не возбуждает, Просто. дрожжевое Реакцию. брожение и Мгм. размножение дрожжей. Что еще? Мы можем вернуть бурый рис, можем вернуть, грубую овсянку цельнозерновую. Смотря что, ну, там надо смотреть, это индивидуально. Но потихоньку по одному продукту в день. В идеале считается в 2 дня, но я разрешаю 1 в день. И пациент совершенно спокойно видит на весах поутру, задержал он жидкость или не задержал, был выброс антител или не было. Если был, это всегда видно на весах. Мгм. Как правило, все проходит очень гладко. Вот. А дальше после печеного яблока уже можно пробовать кислое, свежее яблоко. Все нормально с этим. Если все прошло гладко, мы просто потихоньку возвращаем все, кроме самых бродящих и самых стимулирующих кандиду продуктов. Мы очень неохотно возвращаем кофе. Пациенты, как правило, перестраиваются и перестают его хотеть. Но любители такие упорные, принципиальные любители кофе, они переходят на те сорта, которые меньше закисляют. Это тоже очень важный момент. В ходе протокола надо следить за pH мочи, надо иметь,
такие тест-полоски. Полоски, Их да. прода Мгм. их продают в аптеке, и они очень многое подсказывают. Можно с ними, можно без них. Но если что-то идет не очень гладко, мы видим, можем подключить тогда и, дополнительно гашеную соду. Но есть всякие хитрости, я этому врачей обучаю. А я прямо сейчас представила, что после этого прямого эфира в поисковой строке появится новый запрос: "Из каких продуктов нельзя гнать?" Вот то, что вы сказали, добавляйте то, из чего нельзя гнать. И такой: "Из Я всего сразу нельзя вспомнила гнать". про табуретовку, знаете, это из опилок. Да. На самом деле, конечно, не все мастера самогоноварения, но так, в принципе, каждый себе представляет, что может забродить, если не спрятать в холодильник, а что не может. А есть особые стимуляторы брожения. Например, если бросить в квас, который ставят на черном хлебе, горсть Изюма. изюма, такое начнется. Шампанское Да, практически, да? да. Марина, скажите, Поэтому пожалуйста, я знаю, у нас эфир уже идет 2 часа, больше, почти 2 часа. Есть ли у вас еще силы отвечать на вопросы? Я знаю, что у вас уже поздно достаточно. я просто, знаете, я технически недоразвитый человек, Мгм. поэтому мне помогает здесь моя команда, и я бы Ага. хотела их, конечно, отпустить уже домой поспать немножко, поэтому я не отвечаю только за себя. Если что-то там важное еще, давайте Нет, попробуем. вопросов много. Дава Может быть, просто, ну, оставим еще 2 вопроса и решим тогда. Вот все эти вопросы, которые есть, я вам их все передам, и те, которые были написаны в комментариях. И я думаю, что вы сможете у себя в социальных сетях, да, тем более, что у вас действительно команда сейчас большая, вы сможете на них же там ответить, Да, чтобы конечно, они не мы остались сделаем без ответа. коротенькие. Напишите, мы будем делать такие reels, Да, коротенькие да, штучки, да. и будем отвечать на каждый вопрос по Так что не очереди. Я переживайте. просто я Все эти просто вопросы. люблю я люблю обстоятельно отвечать, поэтому вечно это растягивается. Мы это сделаем обязательно. Да, а я Ну и все вопросы потом просто Ксении отправлю, да, помощнице вашей. потом у нас же Мгм. есть чат для пациентов. Вы можете спокойно туда написать. Хорошо, давайте тогда 2 последних вопроса. Давайте. Стевия, насколько она полезна или насколько она опасна или безопасна? Потому что всей семьей отказались от сахара и заменили стевией. Вот смотрите. А, сахар все равно нужно чем-то заменить. Вы не можете уговорить всех членов семьи уйти от сахара. Вы не можете оставить сахар, если у вас проблемы с дрожжами и вы на протоколе. Ну, в общем, у нас эта задача стоит перед нами, и никуда от нее не деться. Поэтому мы выбираем всегда что-то менее, а, из двух зол, из трех зол, что-то менее обидное. Скажем так. Почему мы остановились на стевии и монкфруте? Это 2 натуральных, абсолютно натуральных вещества, которые получают из растений. А, Они представляют собою в химическом смысле многоатомные спирты, такие же, как глицерин, скажем. Глицерин от греческого слова "гликос" — сладкий. Я помню, что я когда заказывала себе греческий кофе, я говорила: "Эленико глико" — это на греческом значит греческий эленико от слова эллины, глико. Глицерин — это дико сладкая штука. Так вот, эти 2 сахара, которые на самом деле многоатомные спирты растительного происхождения, они еще слаще. Монкфрут слаще сахара в 330 раз. Эта штука называется монкфрут, потому что монахи когда-то в Китае придумали выращивать этот плод. Это лиана, похожая на маракую, и он сам похож на маракую. Выращивать для того, чтобы использовать мизерные гомеопатические количества, чтобы подсластить пилюли. Они готовили же свои лекарства с отвратительным вкусом и видом. Мы же знаем, что в Китае все, что шевелится и не шевелится. Вот подслащивать было принято вот этим монкфрутом.
Чем он полезен? Полезен только тем, что, вообще не бродит, он не биодоступен для флоры, никакая флора его не ест. Вторая польза, в нем вообще нет никаких калорий. Третья, главное для нас, он не бродит никак. Мгм. И, в принципе, он индифферентен, он практически транзитный пассажир. Но поскольку наша микробиота является частью нашего организма, причем важнейшей частью, и мы обязаны о них заботиться, мы должны еще думать о том, как это влияет на микробиоту. А на микробиоту это влияет, в принципе, довольно погано. Почему? Потому что все многоатомные спирты имеют очень в растворе, имеют очень высокое осмотическое давление. Они все гиперосмолярные, они натягивают жидкость на себя. Они тянут жидкость, поэтому малтитол вызывает сумасшедший понос, если вы съели не кусок шоколадки, а всю шоколадку. Он вас застанет под елкой, потому что натянет воды и будет работать как слабительное. Ну, вас-то пронесет, а бедные бактерии, что с ними будет? Они все лопнут, потому что из них вытянет всю жидкость. Они просто сморщатся сначала, а потом они разрушатся. Поэтому нельзя много. Но если учесть, что монкфрут самый сладкий на свете, и он идет в пищу в гомеопатических каких-то количествах, он и так-то разбавлен до безумия в этих каплях монкфрута. А кроме того, что он уже там разбавлен, вы еще в чашку с чаем добавляете Мгм. одну каплю всего. В общем, бактерии это не заметят, скорее всего, потому что его будет очень-очень мало. Поэтому главное с этими многоатомными спиртами не шутить с количеством. Мгм. Если вы не переедаете, ничего плохого не будет. Так, и последний вопрос. Спасибо большое, Мария, что рассказали. Последний вопрос. Можно ли на противодушевом протоколе избавиться от хеликобактер? Как правило, да, но не обязательно. Дело в том, что хеликобактер – это страшно кислолюбивый организм. Он очень любит высокую кислотность. Он и сам создает, и любит жить в очень кислой среде. И в очень кислой среде живут дрожжи, я уж сегодня рассказала об этом. И они создают эту кислую среду, и они друг другу с хеликобактером прямо в обнимку живут. И есть работы о том, что, как правило, они сопровождают друг друга. И я боюсь, показаться не, как это сказать, не научно-доказательной, потому что я этого не видела в литературе. Но я считаю все таки по логике вещей, что дрожжи приходят первыми. Они создают очень кислую среду, потому что у нас единственный орган, который умеет избавиться от кислятины – это желудок. Он может срыгнуть лишние протоны, избавиться от Мгм. кислоты, и малыши этим рефлексом спасаются. Они срыгивают кислятины, и у них устанавливается нормальный pH. Взрослые, как правило, ничего не срыгивают, они все сглатывают назад, поэтому они компенсируют за счет кальция, Мгм. за счет буферов. Вот. Но желудок становится очень кислым, если идет серьезная вот такая борьба за нормальный pH, а брожение в кишечнике очень выраженное, очень яркое, с симптомами. Вот. И, конечно, когда вы пациента ощелачиваете, хеликобактер уходит в латентное состояние, где он и должен находиться. Но есть такие зловредные штаммы хеликобактера, с которыми лучше не шутить.
Спасибо большое, Марин. Мне кажется, невероятно интересный эфир у нас сегодня получился. Много нового интересного открыли вы нам про наше здоровье, про наше тело, и про то, как меняется оно, да, и наше здоровье меняется на противозаживом протоколе. На что важно обратить внимание, да, к тем, кому стоит обратиться к вам в клинику и вообще задуматься о прохождении противозаживого протокола. Спасибо за то, что подробно так все, как сказали, по полочкам разложили, отвечая на вопросы. А те вопросы, на которые не успели ответить, ну что 2 часа нам все равно мало, Ну мало. да, Я вам их конечно. пришлю. Меня, конечно, будут спрашивать, как это называется, да где находится. А я всегда забываю об этом. Клиника Immunohealth, э, переводится «иммунное здоровье», находится на Бахрушина, 13, но вход с Большого Татарского переулка. И, в принципе, если вы найдете этот адрес в интернете, значит, это мы. Но Все не есть надо, очень... Марин, не надо в интернете искать, они все адреса есть внизу в описании. Я все Хорошо. разместила, и Я... телефон, и адреса, и все можно будет там посмотреть, в какой стране, да, можно найти клинику, она не только в России. Есть в Казахстане, в Узбекистане. Раньше была клиника в Эстонии, сейчас нет. Ам, Она занимается сейчас там совсем другими вещами. С Что с нами не Америкой? Что с сотрудничает. Америкой? По поводу сайта. И мне Ксения прислала сайт американский. Там все действует, все работает? Абсолютно все работает, просто, пока это была практика, а щас это будет серьезная такая кооперация с большой, очень серьезной лабораторией, и мы будем реорганизовываться, ребрендинг будет такой какой-то. Но пока что Отлично. та же самая immunohealth.com, Мгм. здесь immunohealth.ru, а Да. там immunohealth.uz, там КАЗы. Ну, в общем, где, Все 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 как. адреса внизу в описании с телефонами, с контактами. Обращайтесь, пишите, и Да. будем здоровы. Спасибо большое, Да, Марина. спасибо, что пригласили. Я, как всегда, с радостью, у вас в гостях. И Спасибо спасибо за большое. рецепты. Я всех пациентов отправляю к вам, потому что, ну, нам уже не нужно, чтобы кто-то с ними нянчился, они у вас все находят. Спасибо Ну, так, большое, Марина. адаптируют под себя, но Конечно. И я об этом тоже в прямых эфирах своих рассказываю, как под себя заменить один продукт на другой. Спасибо вам большое и до новых встреч. спасибо. Я надеюсь, еще мы увидимся с вами. Огромное спасибо. Да, всего доброго. Так, э, я сейчас придумаю, как отключиться. Хорошо.